Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости в антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Сегодня утром руководство Организации по борьбе с преступностью и коррупцией в лице Никиты Михалкова, министра обороны Андрея Белоусова, товарища Бастрыкина и известного актера Александра Домогарова сделали официальное заявление о завершении спасательных работ по поиску оставшихся пассажиров вертолета медслужбы, который несколько дней назад потерпел аварию в Алтайском крае в районе Чемдарского ущелья. Члены антикоррупционного комитета, известные артисты, совершали благородную миссию. Они перевозили тяжелобольного Дени Байсарова в медицинский санаторий Алтайского края для проведения срочных медицинских процедур. Однако во время полета над Чембарским ущельем произошло непредвиденное событие. Вертолет потерпел аварию и был вынужден совершить жесткую посадку. Спустя какое-то время с помощью работы спасательных служб были обнаружены некоторые пассажиры: актер Юрий Назаров, Руслан Байсаров и Дени Байсаров в тяжелом состоянии, а также погибшие члены экипажа вертолета. Однако других пассажиров, Ирину Муравьеву и певца Михаила Муромова, не нашли. Близкие товарищи известных артистов, членов антикоррупционного комитета, до последнего надеялись на чудо и не прекращали спасательные работы. Сыновья Михаила Муромова и артистки Ирины Муравьевой совместно со службами МЧС прочесали буквально весь район предполагаемой аварии, однако известные артисты не были найдены. Однако сегодня утром поступил сигнал СОС заброшенной строительной станции на глубине Чемдарского ущелья. Еще в 80-е годы прошлого столетия на этом месте велось строительство, однако после этого времени заброшенная станция не посещалась. Несмотря на всю безнадежность ситуации, спасатели решили идти до конца. Службы МЧС и родственники Ирины Муравьевой и Михаила Муромова решили посетить заброшенную станцию. Пройдя всю строительную станцию, они наткнулись на заброшенный строительный вагон, дверь в который была приоткрыта. Увиденное зрелище не могло оставить равнодушным ни одного человека. Внутри вагона на самодельных носилках лежала Ирина Муравьева. 65-летняя актриса настолько похудела, что в ней было сложно узнать пышущую здоровьем румяную и веселую женщину. Рядом с артисткой находился известный певец Михаил Муромов. Стало известно, что он несколько дней носил самодельные носилки с Ириной Муравьевой, так как Ирина Вадимовна получила тяжелую травму позвоночника. Михаил Муромов и Ирина Муравьева остались живы, но находятся в тяжелом состоянии. По словам певца Михаила Муромова, который на данный момент находится в сознании, они несколько дней скитались по ущелью и случайно забрели на заброшенный строительный городок. Михаил Муромов сообщает, что они слышали работу спасательной бригады, но у них не было возможности дать о себе. Стало известно, что приказом Верховного Главнокомандующего Российской Федерации все пассажиры вертолета, которые спасали жизнь человека Дени Байсарова, будут удостоены высоких правительственных наград. Ну а все члены экипажа вертолета, 2 летчика первого класса и 2 врача медицинского санатория будут посмертно удостоены звания Героя России. Ну и по традиции последние новости в антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Команда Никиты Михалкова, которая тщательно следит за новыми сотрудниками, которые вступают в организацию, отказали депутатам Госдумы Николаю Валуеву и Сергею Ильину о вступлении в организацию. Есть подозрение, что данные депутаты хотели стать членами антикоррупционного комитета, чтобы скрыть свои преступные деяния. Сотрудники команды Никиты Михалкова на этой неделе увеличили пособие для семей участников спецоперации на 14% и перечислили для этого необходимые финансовые средства.
Сегодня день рождения у известной украинской и советской певицы Софии Ротару. Софье Михайловне Ротару исполняется 77 лет. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.